Дюрин один из самых универсальных off-field sub-DD. И его дизайн позволяет ему органически вписываться в большинство команд без необходимости в высоком показателе восстановления энергии, который обычно требуется с саппортом. В зависимости от уровня его элементального навыка, его энергетический цикл может быть практически автономным, что делает его доступным как для новых аккаунтов, так и для старых, у которых нет хороших артефактов на восстановление энергии. Однако главное качество Дюрина – очевидная долговечность его набора умений. Хотя он в первую очередь усиливает персонажей старых поколений, не относящихся к современной мете Notcry, его механики надежно подготовлены к будущим обновлениям. Любой новый персонаж, который опирается на усиление реакции или постоянную off-field пира поддержку, автоматически получит пользу от присутствия Дюрина. Именно поэтому с момента релиза он смело занимает высший уровень по универсальности. Его геймплей строится вокруг двух форм, светлой и темной, которые радикально меняют его роль в бою. Светлая форма – это чистая поддержка. Здесь Дюрин становится лучшим, точнее одним из лучших off-field пироаппликаторов для команд горения, двойное гео, развеивание и особенно перегрузка Шеврёс и Фишель. Его пиропрокаст крайне стабилен и, что особенно важно, он предоставляет снижение сопротивления, завязанное на реакции. Это усиливает не только его способности, но и дает мощный прирост всей команде, позволяя устаревшим ДД неожиданно раскрыться с другой стороны. Темная форма полностью меняет подход. В ней Дюрин концентрируется на личном уроне, специализируясь на реакциях пар и таяния, а также поддерживает некоторых on-field драйверов, таких как Моно, которые способны реализовывать короткие реакционные окна. Несмотря на то, что темная форма не его сильнейший режим, она закрывает ранее отсутствующую нишу – гибкий пира off-field, который при необходимости может перейти в роль устойчивого драйвера реакций. Эта гибкость – суть его сильной стороны. Дюрин повышает общий урон команды одним лишь фактом своего присутствия. А бафы ведьминского шабаша еще больше усиливают эффекты. Поскольку основной урон сосредоточен в его взрыве стихий, путь сборки становится простым. Максимизировать время отката взрыва и использовать как его урон, так и утилиту. Возможность переключаться между полноценным саппортом в светлой форме и выраженным личным уроном в темной форме означает, что он может адаптироваться под почти любую команду. Кроме того, он автоматически закрывает один из двух слотов ведьминского шабаша, необходимых для активации их бафов, что повышает его синергию и гибкость при построении команд вокруг ведьминского шабаша. Но без ограничений не обошлось. Значительная часть его ценности – урон, снижение сопротивления и усиление реакций, завязанных на ведьминском шабаше. Он способен работать и вне ведьминского шабаша, но раскрывается не полностью. Дополнительно, из-за того, что большая часть его урона сосредоточена во взрыве стихии, он сильно зависит от своевременного применения ульты. Ошибка во времени, прерывание или задержка приводит к заметному падению эффективности. Чтобы эффективно использовать Дюрина, необходимо понимать систему двух форм. Его элементальный навык – ключ к обеим. Дважды нажав навык, вы активируете светлую форму, которая наносит мгновенный АОЕ пира урон и переводит его в состояние поддержки. Здесь он становится off-field пиродрайвером, постоянно накладывающим пира и предоставляя реакционное снижение сопротивления. В противоположности этому, если после навыка выполняете обычную атаку, активируется темная форма. Этот режим наносит серию пиро-ударов и усиливает его мультипликатор пара или таяния, превращая его в полноценного ДД. Также надо заметить, что он не режет резисты к крио и гидро урону. Система двух форм также меняет взрыв стихий. В светлой форме его ульта превращает пиро-применение в широкие АОЕ удары и активирует снижение сопротивления для пира и второго элемента реакции, кроме гидро и крио.
Это делает его лучшим выбором для перегрузки, развеивания и горения. В темной форме взрыв стихии переходит в максимализацию его личных реакционных мультипликаторов, значительно усиливая пар и таяние, и превращая его в сильного бурст ДД. Его пассивное умение тоже поддерживает эту логику. Его второй пассивный навык дает ему эффект, который после каждого взрыва стихии предоставляет 10 стаков, усиливающих периодические удары в обеих его формах. Каждый стак повышает урон от его атаки, вплоть до значительного лимита. И расходуется только по одному за мультиудар, даже если он попадает по нескольким врагам. Стойки обновляются после каждой ульты, создавая четкий ритм. Вход в форму, ульта, серия усиленных периодических ударов и заново повторяем все. И, наконец, его роль в ведьминском шабаше. Ее нельзя переоценивать. Бафы ведьминского шабаша значительно усиливают эффекты его ульты. В светлой форме снижение сопротивления становится мощнее и заметнее увеличивает урон всей команды. В темной форме его личный реакционный урон, особенно пары тайне, растет еще сильнее. Бафы ведьминского шабаша не ограничивают потенциал Дюрина, а масштабируют его. Он остается полноценным персонажем и вне ведьминского шабаша, но его оптимальная производительность проявляется именно там. В итоге Дюрин чрезвычайно гибкий, малозатратный off-field pure саппорт, который может как усиливать команду, так и наносить внушительный личный урон, в зависимости от выбранной формы. Он усиливает старых персонажей, поддерживает команду с тяжелой зависимостью от реакции и остается актуальным для будущих персонажей. Его дизайн вознаграждает понимание двух форм и мастерство в тайминге ульты, что делает его одним из лучших универсальных персонажей для любого аккаунта. Когда дело доходит до выбора оружия, Дюрин тяготеет к характеристикам, ориентированных на криты, силу атаки и увеличение урона ульты. Поскольку большая часть его общего вклада приходится на ульту, идеальным оружием будет то, которое усиливает стабильность критов, увеличивает урон ульты и превращает атаку в командную полезность. Именно поэтому Атаме Артис его фаворит в слоте. Он дает высокую базовую атаку, значительный крит шанс и пассивное умение, которое напрямую усиливает урон от ульты за счет увеличения урона от критов. Что еще важнее, лезвие белого дня, баф, еще больше усиливается при активации бафа ведьминского шабаша. Эта синергия увеличивает атаку как Дюрин, так и его союзников. И весь эффект может сработать, когда он находится вне поля боя. Если у вас нет его сигнатурного оружия, Клятва Свободы на удивление хорошая альтернатива. Она во многом опирается на мастерство стихий, что выгодно для игрового стиля Дюрина, основанного на реакциях, особенно в темной форме. Но его настоящая ценность заключается в усилении, получаемом от бафа Тысячелетняя симфония. Срабатывание реакции позволяет Дюрину значительно увеличить атаку команды, а также увеличить урон от обычных, заряженных и атак в падении. Эти усиления не суммируются с другими оружиями из этой серии, но в команде, ориентированной на реакции, Клятва Свободы компенсирует недостаток критического урона хорошим командным бафом. Из 4-звездочных вариантов Волчий Клык отличный выбор. Он обеспечивает значительную часть критического шанса и напрямую увеличивает урон от навыков и ульты, что идеально сочетается с умениями Дюрина. Его суммирующийся бонус к крит шансу от навыка и ульты помогает сгладить постоянство критических ударов при повторных циклах ульты, делая его самым надежным и синергически эффективным 4-звездочным оружием для него. Для игроков фри-то-плей Львиный Рык остается самым лучшим вариантом. Высокая вторичная характеристика процента атаки хорошо сочетается с масштабированием ульты Дюрина и с пассивным бонусом Дюрина тоже. А также пассивка оружия, которая увеличивает урон по врагам, находящимся под действием пира или электро. Естественным образом сочетается с его ролью пира-драйвера в таких командах, как перегрузка или монопира.
Этот вариант не может конкурировать с топовыми, но стабилен, предсказуем и прост в сборке. Помимо этих основных вариантов, есть несколько примечательных премиумных альтернатив. Нефритовый омут – отличный вторичный вариант сборки, предлагающий высокие шансы критического удара и дополнительный бонус к атаке, позволяющий Дюрину поддерживать высокую эффективность ульты, даже вне команд, оптимизированных для ведьминского шабаша. И второй вариант – это рассекатель тумана, рассекающий туман точнее. Еще один надежный пятизвездочный вариант, обеспечивающий солидный прирост урона от стихий и улучшающий личный урон Дюрина. Хотя он и не взаимодействует напрямую с механикой его ульты, как это делает его сигнатурка, его первоначальные характеристики гарантируют ему конкурентоспособность. Что касается артефактов, Дюрин находится в необычном положении. Начиная с версии 6.2, у него нет специального набора артефактов, лучше всего подходящего для него. Поскольку его урон значительно зависит от ульты и считается уроном ульты, а его роль меняется в зависимости от поддерживаемого им архетипа команды, большинство его сборок по умолчанию построены на универсальных сборках, которые просто обеспечивают нужные характеристики, они опираются на сложные эффекты наборов. Из всех доступных вариантов церемония древней знати самый стабильный и широко применяемый выбор. Весь набор дает Дюрину увеличение, по сути, ульты, урона ульты, поэтому 20% бонуса к урону от ульты сразу же становится ценным. Что еще важнее, этот комплект из 4 предметов дает усиление атаки всей команде при каждом его использовании ульты, что идеально сочетается с его ролью гибкого игрока поддержки вне поля боя. Поскольку Дюрин уже циклично использует ульту за ультой, усиление, получаемое от этого сета, становится естественным продолжением его ротации, не требуя дополнительных настроек. Эмблема рассеченной судьбы – вторая по эффективности альтернатива практически по той же причине. Она усиливает урон от ульты, но также добавляет фиксированные 20% восстановления энергии благодаря эффекту двух частей. Хотя Дюрину часто не так сильно нужно восстановление энергии, если его элементальный навык прокачан до 10, эта дополнительная поддержка может сгладить его ротацию, особенно в командных составах, где он является единственным пиро-персонажем и, следовательно, получает меньше элементальных частиц. Бонус от 4 частей эмблемы преобразует его восстановление энергии в дополнительное масштабирование урона от взрыва стихий. Сет Алой Ведьмы на бумаге выглядит как хороший вариант, но на практике занимает далеко 3-е место. Дюрин не может в полной мере использовать бонус от 4 частей, потому что его набор умений не позволяет достаточно часто использовать элементальный навык для эффективного суммирования бафа. Обычно он нажимает навык максимум 2 раза за ротацию, и поскольку он проводит много времени вне поля боя, теоретические преимущества комплекта редко приводят к ощутимым результатам. Его можно использовать в командах, ориентированных на реакции, но только если у вас уже есть заготовленный сет Алой Ведьмы и у вас нету знати или эмблемы. С точки зрения характеристик, с Дюрином все просто. Он хочет достичь как минимум 2500 атаки, чтобы в полной мере использовать свой пассивный навык, который преобразует его атаку непосредственно в бонус урона для периодических ударов его ульты. После этого следующим приоритетом становятся криты. Сбалансированное соотношение примерно 60-70 крит шанс и 200 или больше крит урона гарантирует, что его ульта будет постоянно наносить значительный урон. Восстановление энергии, с другой стороны, имеет меньшее значение. Если его навык прокачан до 10 уровня, Дюрин генерирует достаточно энергии, чтобы оставаться практически самодостаточным. В этой ситуации можно смело игнорировать восстановление энергии и сосредоточиться исключительно на атаке и критах. Однако, если он единственный пиро в команде, или ваша ротация испытывает нехватку частицы энергии, вам может потребоваться стремиться к восстановлению энергии примерно 110-140%, чтобы стабилизировать время его работы Лучшая команда для Дюрина. Сбор команды для Дюрина основан на его двух различных формах. Светлая форма, поддержка пира вне поля боя, порезка резистов к элементу у цели.
Постоянная практически аура пира и минимальное время на поле боя. Темная форма, большой личный урон и надежные триггеры пара и тайня. Для оптимальной эффективности Дюрину в идеале нужен еще один член ведьминского шабаша для раскрытия всей мощи его пассивки, значительно увеличивающий его урон и позволяющий дополнительно больше срезать защиты у цели и увеличить урон от таяния и испарения. Команда с белой формой Дюрина. Белая форма Дюрина дает приоритеты саппорту других членов команды, а именно порезки резистов у цели, кроме Гидра и Крио, и практически постоянно пира ауре. Требует минимальных вложений. И команда через перегрузку. Это у нас Дюрин, Арлекина, Фишер, Шеврёс, это первая. Дюрин, Кри, Фишель, Шеврёс, вторая. И Дюрин, Рейзер, Фишель, Шеврёс, это вот третий вариант команды. Тут вот самое главное, чтобы Шеврёс в команде была, по сути. Команда через горение. Дюрин, Киничи, Беннет и Эмили. Радужная команда, разноцветная. Дюрин, Часка, Фишель и Фурина. Команда с Анема ДПС. Дюрин, Венти, Беннет и Фурина. Вторая команда это Дюрин, Странник, Беннет и Фарузан. И последний вариант это Дюрин, Сяо, Беннет и Фарузан. Команда с Монопира. Дюрин, Арлекина, Беннет, Сахароза. И второй вариант это Дюрин, Арлекина, Беннет и Сянлин. Команда через цветение. Дюрин, Ювелет, Альбеда, Лаума. И второй вариант это Дюрин, Лаума, Какоми и Нахида. Гео команды. Дюрин, Навия, Беннет, Альбеда. И второй вариант это Дюрин, Ита, Альбеда и Горо. Команда через Гидра, Электро. Дюрин, Флинт, Инефа, Айна. И вторая команда это Дюрин, Сахароза, Фишер, Синцю. Команда с Дендра и Электро. Дюрин, Нахида, Фишель, Яо-Яо. И второй вариант это Дюрин, Аль-Хатам, Фишель, Нахида. И национальная команда. Дюрин, Арлекина, Синцю, Сянлин. И второй вариант Дюрин, Райден, Беннет, Синцю. Команды с темной формой, позволяющие наносить высокий урон, особенно с помощью ульты в командах через испарение и тайне. Команды через испарение, где Дюрин на поле боя. Примечание. Беннет должен быть на уровне C6 созвездия, чтобы дать пироинфузию во время ульты для максимальной эффективности Дюрину. Первый вариант это Дюрин, Синцю, Беннет, Сахароза. И второй вариант это Дюрин, Беннет, Сянлин и Синцю. Команда через испарение из кармана. Дюрин, Арлекина, Фурина, Мона. И второй вариант команды это Дюрин, Хутау, Мона и Синцю. И команда через тайне из кармана тоже. Дюрин, Сахароза, Ситуали, Сянлин. И второй вариант это Дюрин, Мауика, Ситуали и Силонен.